Приветствую вас, друзья, в творческой студии Елены Тюриной. Сегодня я вам покажу, как можно нарисовать новогоднюю открытку акварельными карандашами. Эта идея у меня появилась не сразу. Насмотревшись советских открыток, я решила создать свою, со Снегурочкой и символом года – драконом. Подумала, где же драконы у нас могут обитать? Почему-то в моем представлении драконы обитают где-то высоко в горах, поэтому для фона я выбрала горный пейзаж. Ну и Снегурка никак не сможет замерзнуть. Мне очень нравится, как акварельные карандаши воздушно ложатся на бумагу. Бумагу я взяла фактурную, чтобы штрих был воздушным. Заточив очень остро свои карандаши, я приступила к работе. В фильме звучит авторская музыка нашей семьи. Досмотрите видео до конца, чтобы не пропустить момент новогоднего волшебства. Всю открытку в целом я представила себе в уме, ну а дальше по ходу как рука ляжет. Эскизы я не рисовала. Чтобы было не скучно рисовать, я нарисовала сразу же глазки нашей Снегурочки. Просмотр всего фильма у вас бы занял около 3 часов, поэтому мне пришлось ускорить процесс рисования. И все равно фильм получился очень длинным. Еще большее ускорение процесса повлияло бы на ценность самого видео. Ведь тут главное следить за тем, как двигается моя рука, как я держу карандаш под разным углом. В русских сказках существует Змей Горыныч.
И во многих сказках мира есть такой персонаж, как дракон. Возможно, драконы существовали в далеком прошлом. И, возможно, динозавры не все вымерли, но все же где-то остались, поэтому и существуют эти сказки. Что мне нравится в карандашах, так это то, что можно накладывать цвет за цветом, и получаются совершенно интересные оттенки. Акварельные карандаши хороши тем, что их можно еще размывать. Но в процессе рисования я решила не размывать свои воздушные штрихи, так как это совершенно была бы другая история. Штрихи сами по себе очень живо смотрятся. Снегурочка у меня в теплых сапожках, как же в горах без теплой обуви. Хотя Снегурочке не страшно замерзнуть в белых снегах. Дракончик еще молодой, потому что Новый год еще не вступил в полную силу. В том году я уже рисовала открытку акварелью с мальчиком, который в руках держит кролика. Вы можете найти этот мастер-класс. Я решила добавить побольше теплых оттенков, чтобы они подчеркнули нашу снежную девочку. Мне кажется, Снегурочка так смотрится добрее и человечнее. Это не реальный человек, это новогодняя иллюстрация. Мне кажется, новогодние открытки должны быть такими нереальными, сказочными, волшебными. И
это не просто красивая картинка, а этот сюжет заставляет задуматься, где сидит Снегурочка, о чем она думает, куда смотрит и что ей шепчет дракон на ухо. Снегурочка у меня получилась очень серьезной. Можно было, конечно, более улыбчивой ее сделать, но как уж получилось. Немного румянца ей не помешает. Дракону я тоже решила придать немного теплых зеленоватых оттенков. Мне кажется, очень гармонично получилось сочетание теплого и холодного. Добавляю немного серых, серебристых оттенков. Все-таки это снежный дракон. Теперь нужно уточнить передний план, обобщить тени. Кое-где затонировать. Здесь главное не переборщить. Хотя можно было прорабатывать еще детально и работать еще с тенями. Но я решила сохранить легкость в рисунке. Теперь добавим горы, елочки на дальнем плане, домик. Возможно, там жила Снегурочка и вышла прогуляться или встретиться с драконом. Заштрихуем небо, потому что небо темнее, чем снег, который отражает солнце.
видите, штрих очень воздушно смотрится на этой фактурной бумаге. Ну, фон идет лишь в дополнение к нашим главным персонажам. Я решила добавить в фон какие-то веточки, травинки, чтобы немного оживить пейзаж. Ну и теперь наводим блеск. Последние штрихи сделаны. Как вам новогодняя открытка? Ставьте лайк, если открытка вам понравилась. Пишите комментарии, подписывайтесь, если вы еще этого не сделали, чтобы не пропустить новые интересные публикации. Я желаю всем предновогоднего настроения. До встречи в творческой студии Елены Тюриной.